Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить брючный костюм для Кена. Для него я взяла хлопковую ткань, но подойдет и любая другая, которая не тянется. Для начала выкраиваю детали пиджака, добавляя несколько миллиметров на припуске. Беру две детали спинки и сшиваю их по центральному срезу до начала шлицы. После этого делаю шов наискосок. Для обработки самих припусков я возьму вот такую двухстороннюю клеевую паутинку. Ее обычно можно купить в магазинах ткани. Отрезаю тонкую полоску паутинки. Подкладываю ее под припуск. И проглаживаю утюгом. Таким образом аккуратно приклеиваются припуски. После этого лишнее можно срезать. Также поступаю и с припусками шлицы. Левую сторону шлицы, если смотреть с лицевой стороны, подгибаю еще раз, чтобы при раскрытии шлицы виден был только аккуратный край. Далее беру деталь полочки и деталь подборта. Совмещаю их лицевой к лицевой. И сшиваю по внешнему краю, начиная с верхней метки. Теперь пришиваю боковую деталь к детали полочки и спинки. То же самое делаю и с другой стороны. И все припуски проклеиваю паутинкой. Теперь сшиваю детали спинки и полочки по плечевым скосам. Детали подборта не пришиваю. Один край воротника пришиваю к горловине спинки и полочек.
Затем складываю воротник и прошиваю уголок. Верхний край подборта пришиваю к другому краю воротника. Теперь вшиваю рукав в пройму. И зашиваю его. Расправляю и проклеиваю паутинкой все швы. Подгибаю и проклеиваю край рукава. А также подгибаю и проклеиваю нижний край пиджака. Выворачиваю на лицевую сторону. Также обрабатываю припуски подборта. Для лучшей фиксации я пришью подборты и воротник. Теперь беру детали клапанов. Подгибаю и проклеиваю припуски с 3 сторон. А затем пришиваю их к полочкам и заутюживаю. Для застежки я возьму кнопки и пуговки для декора. Пришиваю кнопки так, чтобы пиджак застегивался на правую сторону, а на левую пришиваю декоративные пуговки. Теперь займусь брюками. Беру переднюю деталь штанины. Загибаю верхний уголок по намеченной линии и проклеиваю его паутинкой. Также можно прострочить край, так как я делаю на джинсах. Прикладываю деталь кармана и также проклеиваю ее по округлой стороне. В этот раз я хочу, чтобы карман был невидимым, поэтому не буду делать отстрочки. На задней детали сшиваю выточку по намеченным линиям. Складываю переднюю и задние детали лицевой к лицевой. И сшиваю их по боковой линии. После этого к верхнему краю пришиваю деталь пояса. Теперь нужно решить, с какой стороны будет застежка. У меня она будет сзади. Поэтому я сшиваю передние детали по срединному шву. Заутюживаю припуски.
и делаю строчкой имитацию ширинки. После этого сшиваю штаны по шаговому шву. Подгибаю и прошиваю нижний край штанины и верхний край пояса. Выворачиваю брюки на лицевую сторону. Для застежки я возьму молнию. У меня осталась только вот такая, но, наверное, здесь лучше подойдет потайная молния. Такая, какую я использовала в брючном костюме для Барби. Подгибаю припуски и вшиваю молнию. Также можно пришить шлёпки для ремня. И вот такой брючный костюм для Кена у меня получился. Он подойдет как более строгому, так и более расслабленному образу. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!